Новый поворот в сложных российско-белорусских отношениях произошел в конце минувшей недели. Россельхознадзор сообщил о запрете на ввоз яблок и груш из Беларуси с 12 апреля. В ответ Александр Лукашенко фактически объявил России газовую войну. В начале апреля, когда стало известно, что Владимир Путин решил выдать Минску очередной кредит, я позволил себе сделать по этому поводу вот такой прогноз. В заключение скажу, что если мои предположения верны, то разгоревшийся ранее конфликт с активным участием посла Михаила Бабича должен затихнуть. Если же белорусские чиновники будут продолжать хорохориться, значит выдача нового кредита была просто жестом доброй воли со стороны Путина. И вслед за ней мы опять увидим работу злого полицейского, который сделает Минску неприятно на самых разных фронтах. От поставок нефтепродуктов до креветок из Белорусского моря и кокосов с гродненских пальм. Судя по тому, что Россельхознадзор все-таки ввел запрет на поставки яблок и груш из Беларуси, минские власть имущие хорохориться не прекратили. Под видом белорусской продукции может поставляться продукция из стран под санкциями, объяснил руководитель службы Сергей Данкверт. Не исключено и ограничение ввоза клубники, пекинской капусты и шампиньонов. Ответ Александра Лукашенко несколько огорошил тех, кто следит за темой российско-белорусских отношений. В последнее время, может быть, средства массовой информации врут, может быть, специалисты докладывают мне кривую информацию, но я каждый день слышу и читаю информацию о том, что наш основной торговый партнер, они любят это называть себя партнером, все больше и больше вводит санкции против Беларуси. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю, но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников. То одно предприятие закрыли, то другое, потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились, то ли у них подозрение есть, что мы что-то тут поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок. Я приведу пример, как поступили мы. Полтора года назад, когда мне специалисты доложили о том, что у нас в аварийном состоянии находится нефтепровод и нефтепродуктопровод, по-моему, которые идут через Беларусь, именно по нефтянке. И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так, мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации – нефть. Этот вопрос стоит и сейчас в повестке дня, поэтому я попрошу вице-премьера Игоря Ляшенко, если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте, потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что они начинают нам выкручивать руки. На фоне недавно полученного кредита фраза «обнаглели до такой степени» выглядит несколько двусмысленно. Фактически Минск решил поднять ставки, угрожая тем же, чем ранее неоднократно шантажировала Россию Украина – перебоями в транзите энергоносителей. А чтобы подчеркнуть болезненность таких мер для нашей страны, Лукашенко даже сделал акцент на том, что нефть выступает главным экспортным товаром России. То есть завуалированно обозвал нашу страну бензоколонкой. У американских партнеров перенял, наверное. Хотя, к слову, в минувшем году в денежном выражении несырьевой экспорт из России обогнал сырьевой, составив 235 миллиардов долларов. Итак, Минск поднял ставки, перейдя к открытому шантажу Москвы. И проигнорировать эти действия российское руководство попросту не может себе позволить. Точно так же, как не может позволить себе и прогнуться. Ведь если один раз показать Лукашенко, что Путина можно шантажировать перекрытием трубопроводов, то акты такого шантажа непременно повторятся. То есть, по сути, вопрос заключается в том, какой асимметричный ответ придумают в Кремле на выходку скользкого белорусского союзника. Выходку, которая, если верить слухам, была вызвана ущербом, нанесенным действиями Россельхознадзора личному кошельку Лукашенко. Суть нового кризиса в отношениях с Белоруссией очень проста.
Российская сторона остановила поток контрабанды фруктов, в ближайшее время то же самое произойдет и с овощами. Только на днях на границе остановили 100 машин с яблоками и грушами, вообще без документов. Чистая, беспримесная контрабанда. Прямой удар по финансовым интересам семьи Лукашенко. Кстати, асимметричным ответом может быть и связанное с убытками переключения части потоков транзитной нефти на морские перевозки. Это дорого, но это нанесет Беларуси большой ущерб. Потому что, объявляя газовую войну, Лукашенко как-то позабыл, что его картофельной республике очень нужны деньги. Временное закрытие участков чревато для российских нефтяников большими потерями и проблемами, в том числе ростом транспортных расходов, предупреждает старший директор отдела корпорации «Фич» Дмитрий Маринченко. Через дружбу прокачивается около 1 миллиона баррелей нефти в день, не считая поставок самой Белоруссии. Это около 20% российского экспорта. Полностью перебросить эти поставки на порты, вероятно, не получится, предупреждает он. Длительные перебои с поставками нефти из России чреваты энергетическим кризисом, говорит Маринченко. От импорта российской нефти сильно зависят Польша, Словакия, Венгрия и Чехия. Но и для Минска это создаст риски. Он лишится и нефти, и доходов от ее транзита. То есть Россия просто понесет убытки, но переживет. А вот белорусскому бюджету вполне может настать карачун. И за всем этим внимательно наблюдают западные партнеры, на которых фактически работает глава МИД Белоруссии Владимир Маккей. Маккей прекрасно знает, что цена жесткого и скоропалительного развода с Россией – крах Беларуси. Получая от России предупреждение, он думает только о том, что до 2020 года надо успеть сжечь мосты. Получая от российского посла Бабича сигналы о том, что и роль, и цель Маккея понятны, он максимально обостряет отношения между двумя союзными государствами, совершенно не заботясь при этом, что скажет Лукашенко. Если в Лондоне прикажут развязать войну с Россией, он и на это пойдет. Для него это цена его личного будущего. Да, все это происходит в рамках попыток оторвать Белоруссию от России и превратить во вторую Украину. Получится ли у Маккея увенчать свою политическую карьеру столь грандиозным предательством? И сможет ли при этом Лукашенко сохранить власть, вскоре узнаем. 2020 год все ближе. Ах, да, белорусские специалисты выполнять указания Лукашенко и перекрывать нефтепровод что-то не рвутся. Главный инженер УАО «Гомельтранснефть-Дружба» Андрей Верига подтвердил, что планируется перекрытие 5 участков трубы. Но при этом уточнил, что все работы будут выполняться с учетом планов транспортировки нефти. Есть обязательства, и мы должны выполнить их в полном объеме. На 2019 год согласован транзит российской нефти в объеме 50 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года, сказал Андрей Верига. Вот это я имею в виду, когда говорю, что с белорусским народом у России вообще-то никаких конфликтов нет. А минские князьки – это уже совсем другое дело.